В ритме жизни. Но только школьное образование мы можем выбрать для своих детей и для себя один раз в жизни. Школьного образования мы второй раз не пройдем. Поэтому я думаю, что это самый ответственный шаг, который должны сделать родители и дети, потому что дети в наше время принимают самое непосредственное участие не только в каких-то бытовых вопросах, а и в выборе своего будущего, и это похвально. Поэтому я призываю вас сегодня постараться узнать как можно больше, тем более, что у вас будет возможность, потому что будет выступать представитель непосредственно университета, непосредственно школы, будет выступать выпускница школы, будет выступать ученик, который учится сейчас. Послушайте, задайте вопросы. И вот я хочу представить вам дорогого нашего Питера Майядунne. Он председатель приемной комиссии колледжа CCSS. Представляет также школу Стивен Персон. Выпускницу Ольгу Пысану, которая успешно закончила CCSS колледж. И нашего дорогого Антонио, который только-только начал там обучение и уже доволен своими результатами, он тоже не будет ничего от вас. First of all, apologies. I am going to speak in English, but I've got my lovely colleague Olga here who's going to translate what I'm going to say. But first of all, thank you very much for being here, and thank you to our colleagues at Domar for inviting us to be here, and then most of all, thank you very much for Irina and Antonio for being here. Antonio is here during his holidays, and I'm sure for a 14-year-old, there's many more interesting things to do than be here. Peter, one more issue, if you don't mind. Yes. Я еще забыла сказать еще об одной возможности. Мало того, что Антонио ответит как ученик, но еще для родителей немаловажно мнение мамы, как она выбирала эту программу, что она сейчас думает. Поэтому отдельное спасибо, Ирина, что вы нашли в своем графике в плотное время и пришли к нам. И тоже, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Добрый день. Меня зовут Питер. Я хочу принести свои извинения, потому что я буду говорить на английском языке. Но рядом со мной есть моя коллега Ольга, это я. Я и выпускница колледжа, и теперь на сегодняшний день я там училась с 16 до 18 лет. И сегодня я представляю эту школу на территории Украины, России, Беларуси и Молдовы. Вот. Мы очень рады приветствовать вас здесь. Сегодня будем рассказывать о нашей школе, отвечать на ваши вопросы. Ну и очень рады, что Антонио и Ирина тоже выделили время и пришли нас поддержать. So what I'm going to do in the next hopefully 15-20 minutes is tell you very briefly about CCSS and the Stephen Pearce Foundation, and I will also try to make it a little bit more interesting by showing you some photos, because I think that's actually the best way we can actually articulate or communicate what we really are about through some photos. В следующие 15-20 минут я расскажу вам вкратце о нашей школе CCSS и о школах из Stephen Pearce Foundation. Я решила, что правильнее всего будет показывать вам фотографии для того, чтобы это было интересно и таким образом визуально понимали, о чем идет речь. Okay, so most importantly, so we are two schools in one city, and the name of the city is called Cambridge, and it's also the home for Cambridge University. Maybe some of you have heard of Cambridge University. Для начала скажу, что мы две школы, и мы расположены в городе Кембридж. Как вы наверняка знаете, Кембридж – это город, в котором расположен известный на весь мир Кембриджский университет. And Cambridge is, apart from being the home of Cambridge University, it's also a very, very small city, and it's also and that also makes it a very safe city. So I'm sure for many parents that is an important consideration. So Cambridge is one of the most safest cities in the UK. Кроме того, что Кембридж – это место, где расположен Кембриджский университет, Кембридж – это также
это город, который достаточно небольшой. И потому что он небольшой, это один из самых безопасных городов Великобритании, городов Великобритании. И наверняка для многих родителей это важный момент, поэтому вот как раз хотели бы обратить внимание, что это один из самых безопасных городов Великобритании. And because it's a small city, most people get around the city, you might not believe this, but on a bicycle, right? So to go from one end of the city to the other end of the city, maybe it will take you maybe half an hour at most to walk, but most people choose to ride a bicycle. И так как это небольшой город, большинство людей передвигаются на велосипеде. То есть с одной части города, с одного конца города до другого конца города, если идти пешком, это занимает около 30 минут. Поэтому все очень близко, и многие студенты и жители передвигаются на велосипедах. And the other important city, and this is primarily because of Cambridge University, Cambridge is very multicultural, so it's really possible to find a person from every country in the world living in Cambridge. И также немаловажный момент это то, что Кембридж город, где представлено очень много разных культур, национальностей. То есть, наверное, можно сказать, что в Кембридже можно найти представителя каждой страны, которая есть в мире. So and this is part of Cambridge University, and this is one of the colleges. So Cambridge University is made up of 33 different colleges, and this is King's College. So this is their chapel. Это фотография одного из колледжей Кембриджского университета, называется King's College. Всего в Кембридже система университета построена, коллегиальная система. То есть в университет входит 33 колледжа. Вот это один из них. And this is quite a common sight in Cambridge. So this young boy, he's a Cambridge University student, and he's probably either going to his dinner or coming back from his dinner. And everybody who has to go to dinner, they have to wear their cloak when they go to dinner. И вот эта фотография, это абсолютно обычная картина. But it's not just an old city, you know, we've got lots of very modern things as well, and this is one of the major shopping centres in Cambridge. Кембриджскому университету более 800 лет, поэтому, естественно, в Кембридже очень много старинных зданий, но эта фотография, чтобы показать вам, что там не только старинные здания, но есть также современные здания. And of course, you know, little children, they will need to ride with their parents. Эти фотографии, наверное, не нужно никакого объяснения. То есть, опять-таки, это очень обычная картина для Кембриджа. Абсолютно маленькие дети любого возраста и старый млад, как говорится, все ездят на велосипеде, и это достаточно безопасно, потому что специальные дорожки для велосипедистов. То есть, даже такие маленькие дети ездят. So I mentioned that we have two schools. So one of the schools is called CCSS, and the other one is called Stephen Pearce Sixth Form. And both schools, what's common with both schools is that they are, you know, we create a very safe and caring environment. Since for most of our classes, the average number of students in a class is 6, right? Which gives the teacher a lot of opportunity to ask questions, but importantly, it gives the students also an opportunity to ask questions and engage with the teacher. So it's that type of environment. Some classes we might have maximum number of 8 students, but as an average it's just 6 students. В наших классах абсолютно обычные классы, в котором учатся 6 человек. То есть это такие классы, которые больше похожи на семинары. Да? То есть такое небольшое количество студентов позволяет преподавателю и студенту как бы быстро, чтобы у них быстро завязались какие-то тесные отношения. Even though we have British students and international students, it's primarily a British boarding school. Right? So at the moment I think we have just 3 Ukrainian students in the whole school, and each school has about 150 to 160 students.
И несмотря на то, что у нас есть и интернациональные студенты, студенты из других стран, все равно и наши две школы, большинство студентов это британцы. То есть мы британская бординговая школа, да, школа-пансион. На данный момент у нас около 3 студентов с Украины есть. Вот, то есть большая часть студентов все равно британцы. And these are some photos of the school. So this is one of the teaching style called Bennett Place. It's incidentally in between the University of Cambridge's Department of Chemistry and Department of Engineering. So that's Bennett Place. Это фотография одного из учебных зданий в CCSS, называется Bennett Place. Оно находится в месторасположении между департаментом химии Кембриджского университета и департаментом инженеринга. And this is the part of the Stephen Peirce School, and this is about 6 or 7 minutes from the other place that you just saw in the other photo. Это другой академический корпус, который принадлежит школе Стивен Пирс. И это вот для того, чтобы просто вы понимали по месторасположению, около 6-7 минут пешком от первого здания. То есть все очень близко и все в пешей доступности. So the children do have a lot of access to, they have access to a library at the school, as well as, this is a printmaking class, so we want the students to not just do very well academically, but then also be interested in art, music, drama, that type of thing. У наших студентов есть возможность, конечно же, пользоваться разными абсолютно разными. То есть это, например, пример класса, где ребята печатают что-то на ткани. Также у нас есть библиотека. Поэтому наш подход такой, что помимо того, что ребята должны быть академически сильные, хорошую успеваемость, хороший результат, мы также за то, чтобы они развивались и творчески, и креативно, и спортивно, то есть абсолютно как бы разносторонними личностями выросли. And then if I could tell you about some of the programs and how they work. So each of the programs, I suppose, really aligns with how old you are, how old your children are. So for instance, if you are 14 or 15, what you would study in the UK is something called GCSE. So we have 2 programs, depending on whether you're 14 or 15. If you're 14, you will come into a very unique and special program called the Leonardo program, which Antonio is one of the scholars. And then if you are 15 years, then you will go into a GCSE, which is just 1 year. Сейчас я хочу рассказать вам о наших программах, которые есть в школах, и разделение идет таким образом, что все зависит от возраста, с которого студент начинает учебу в школе. То есть если, начиная с 14-15 лет, то есть если ребенку 14 лет на момент учебы, то тогда он может поступить на программу Leonardo Scholars. Это абсолютно уникальная программа, такой нет никакой другой школы в Великобритании, она разработана специально нашими преподавателями. И Антонио, как раз, который сегодня здесь, наш ученик, он учится на этой программе вот уже 1,5 месяца и приехал на свои первые каникулы. Если же ребенку 15 лет, то тогда он может поступить на программу IGCSE, которая длится 1 год. Leonardo Scholars длится 2 года, а IGCSE длится 1 год. You probably can't see because we're standing right at the side a little bit more. Sorry about that. And if your children are 16 or 18 years, then you have 3 options. Most students will do what's called an A-level program, and it's a 2-year program. Or you can do IB, which is the International Baccalaureate, or you can do International Foundation, which is just a 1-year program. Если говорить о возрасте 16-18 лет, то ребята могут выбрать из 3